Доброго времени суток. Меня зовут Луна. Рада вас видеть у себя на канале Таро и Леди. Вы знаете, что мой канал не просто Таро канал. Здесь мы с помощью моего инструмента карт Таро буквально меняем жизнь. Мало того, что карты Таро показывают будущее, открывают тайны, предупреждают о возможных трудностях, показывают препятствия, которые мешают вашему счастью. И в конце видео при желании и если это необходимо, естественно, мы делаем коррекцию расклада Таро. Да? То есть собираем все плохое, все, что не по судьбе, все, что от злых людей, от зависти, от жадности. И этим открываем счастливые пути, открываем новые пути. Потому что если вы не отпустите то плохое, что происходит в жизни, новый путь не откроется. То есть для этого нужно сделать определенные действия над собой и с помощью, опять же, карт. Это сделать легко. Ну и давайте приступать. Сегодня сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро. Что он думает обо мне сейчас? Его мысли сейчас о вас. Давайте сделаем такой расклад, посмотрим. Может, он что-то замышляет, может, безумно любит, может, страдает, может, у него какие-то другие сложности. Но для начала, чтобы понять, что это расклад ваш, сделаем сигнификацию. Да? Посмотрим, чтобы мне показала ту леди, для которой это расклад. Посмотрим, что на сейчас у вас в жизни, чтобы вы узнали себя. Ну, смотрите, карта дерева, еще и вишневые сумерки. Это нам говорит о том, что, вообще карта дерева говорит о силе рода, о родне, о родственных отношениях. Но в вишневых, в данном виде, карта говорит, что эти отношения родовые, замерзли, болеют, находятся далеко не в цветущем состоянии. По одной карте не скажем, сейчас будем выкладывать, поймем дальше. Как-то это связано с ребенком. Или не из-за ребенка это замороженное состояние, а о ребенке в этой ситуации вы сильно переживаете. Как-то важно вам именно ребенок. Как будет с ребенком? Возможно, конечно, так как это расклад общий, у кого-то может это проиграться, что мужчина значительно моложе вас. И вы к нему относитесь как к ребенку. То есть ваши отношения заморожены, потому что он или ведет себя как ребенок, или поступает, или вы так к нему относитесь. Такое. Смотрим дальше. Вы очень сильны. Буквально сильный, добрый мишка. Это вы. Возможно, это не значит, что вы так выглядите. Это значит, что у вас столько силы, мощи, может, влияния, может быть, такая у вас позиция сейчас по поводу того, что происходит, что или так, как я говорю,
или никак по-другому, я лучше знаю. Ну, в этом, это и есть правда, в принципе, потому что, ну, на вашей стороне сила, и пусть вы там хрупкая женщина, миловидная, но на самом деле вы как-то в этой всей ситуации проявляете максимум усилий, силы, стабильности, точка отсчета, то, на чем все базируется. Ну, вот как-то хитрость какая-то, какие-то вранье какое-то. Ну, скажем так, то, что это лиловые сумерки, это смягченная. То есть это хитрость без такого вот предательства особого, без... Ну, может, вы это и чувствуете, точно вы чувствуете как большое предательство, но, скажем так, без какого-то магического воздействия, без физического воздействия. Ну вот хитрость какая-то, какой-то обман сейчас происходит. Так, еще одну последнюю карту. Да, и это связано как-то, ну, если буквально говорить, с замужеством, да, это связано с браком, это связано с планами вступления в брак, с планами на расторжение брак, что-то вокруг именно брачных вуз. Вот такая ситуация на сейчас. Давайте еще возьмем оракул, посмотрим чуть подробнее. Так, возьмем оракул и посмотрим, что мы же планируем смотреть мысли мужчины. Давайте, покажи мне еще раз, что это за мужчина, что это за женщина, для кого этот расклад. Давай, покажи мне. Подсолнух, все будет хорошо. Подсолнух всегда поворачивается к солнцу. Ну, давай, нам хорошо и надо. Ну, карта говорит о том, что выпали карты, то есть, что вы сейчас, ну, буквально интересуетесь этим раскладом. Потому что у вас есть какие-то предчувствия. Предчувствия у вас закрались в душу. То есть вы чувствуете что-то вот так вот своей спинкой, мурашечки по ним бегают, по ручкам мурашечки. Вы чувствуете, что что-то не так, где-то подвох, видимо, вот то, что нам показала хитрость. Возможно, вы разгадали, возможно, вы что-то нашли, что-то узнали. А может быть, пока это, ну, если это предчувствие, то только на картах, только вы начинаете это чувствовать, только поэтому вам сейчас захотелось посмотреть расклад, что он вам важен. Ну вот подсолнух. Подсолнух поворачивается к солнцу. О чем это говорит? Что вы хотите открытых, прекрасных, солнечных отношений. Вы хотите себе судьбу понятную. Вы хотите себе греться в лучах солнца. Вы поворачиваетесь туда, где хорошо. Что, в принципе, и логично. Но вот видите, Луна, ну, конечно, возможно, гипотетически это, в принципе, моя Луна, да. Возможно, это говорит о том, что я вам помогу в этой ситуации буквально. И также Луна говорит в этой колоде у меня о том, что какие-то информацию вы сейчас будете очень важную для себя найдете здесь. То есть вы как во сне. Вы не можете проснуться, вам не верится, что то, что происходит, это правда. Да?
или по-другому, вы в каком-то состоянии таком, что ничего не меняется, вы что-то ждете, а оно не происходит, как во сне, да, вы не можете контролировать, вы не можете что-то изменить, что-то указать, вот вы там, как во сне бывает, кричишь, да, а голоса нету, бежишь, бежать не можешь на самом деле, да, вот такое какое-то состояние у вас сейчас. Расставание. Ну, смотрите, не очень хорошая карта. Она говорит о том, что, возможно, вы сейчас находитесь уже в расставании с тем человеком, на которого планируете, загаданном человеке, планируете этот расклад Таро. Или он на расстоянии из-за какого-то, ну, я не знаю, ну, просто на расстоянии, отношения на расстоянии, то есть вы далеко друг от друга находитесь, или он ушел, или планирует уйти, или вы переживаете, что он уйдет. Ну, вот в сочетании с этими всеми картами, там падала карты брачных вуз, это наталкивает на такие мысли. Ой. Ну и в связи с этим вы испытываете ревность. Вот карта ревности просто так не появляется. Возможно, конечно, это он испытывает ревность, но ревность появилась в ваших отношениях с тем человеком, на которого мы планируем гадать. Лотос, карта страсти. Вы реально испытываете к нему сексуальную страсть, вы хотите его... Ну, может быть, это, конечно, не совсем сексуальная страсть, это страсть, желание общения, желание прикоснуться, желание понимания. И последняя карта, мы уже окончательно поймем, кому расклад этот адресован. Карта коса. Эта карта говорит о том, как бы страшно она не выглядела, но в принципе она говорит о том, что пора собирать плоды. То есть вы находитесь в каком-то таком состоянии, когда сейчас хотите расставить точки над «и», хотите понять, что происходит, хотите получить... ну, как бы это сказать, результат от того, над чем вы работали. Вы не хотите работать на перспективу в этих отношениях, не понимая, что имеете. Вот буквально вы хотите собрать плоды, какие бы они ни были. То есть вы решительно настроены. Так, понятно, для кого расклад. Расклад общий, и если это не ваш расклад, поищите другой расклад на моем канале. Или если это частично ваша ситуация, то возьмите от него то, что касается вас. И на это должно хватить мудрости. Итак, переходим непосредственно к раскладу его мысли сейчас о вас. Что он думает сейчас о вас, чем занята его голова. Давайте там поковыряемся. Нам важно это знать, раз мы тут собрались, и мы узнаем все и до конца. Итак, покажи мне его мысли сейчас относительно моей леди, для которой этот расклад. Ну, смотрите, первая карта нам говорит о том, что сейчас, буквально сейчас, он занят тем, что он что-то взвешивает. Взвешивает, насколько, например, нужны ему отношения, сколько он может вложиться в эти отношения. Возможно, взвешивает между двумя женщинами, над какой-то ситуацией, возможно, взвешивает, нужно ли ему куда-то ехать, что выбрать. Ну, сейчас карты дальше покажут. Так, смотрим дальше. Какие же его мысли? Ну, смотрите, помимо того, что он взвешивает, вот мне почему-то кажется, что где-то вы не в одной постели сейчас.
Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, ему удается выстраивать этот такой себе забор в ваших отношениях, и находясь совершенно рядом. Ну, смотрите, эта карта говорит о том, что он взвешивает, он хочет расставить свои какие-то, как бы так сказать, заборчики, да, от вас. То есть отделить какие-то части своей жизни от вас, чтобы вы не имели там влияния, там имел влияние он. С одной стороны, звучит это страшновато, но можно посмотреть, возможно, с другой стороны. Я не знаю. Условно, я занимаюсь там ремонтом, ну, точнее, тем, чтобы все в доме работало, не было сломанным. Ты в это не вмешиваешься. Ты занимаешься там, я не знаю, поливкой цветов. И я в это не вмешиваюсь. В принципе, звучит неплохо. И так, наверное, должно быть. Да? Ну, нельзя мужчину, если он вам помогает резать лук, да, вот он так вот захотел вдруг, неожиданно, впервые в жизни, ну или второй раз в жизни, порезать вам лук, ну нельзя на него кричать или говорить о том, что он режет этот лук крупно или не так, как надо. Нужно его хвалить, да, потому что больше никогда не порежет лук. Лучше плохо порезанный лук, на второй раз он будет порезанный лучше, 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 и вы будете веселы, чем будет плохо порезанный лук, больше никогда не порезанный, ссора. Ну и плюс претензии мужчины не любят. Так что давайте смотреть на это позитивно. Давайте смотреть дальше. О чем еще заняты его мысли? Ага. Как-то этот его заборчик, его ограничение связано с тем, что он хочет погулять. Хочет отдохнуть, расслабиться, и исходя из карт, то есть буквально, если говорить, я бы это прочитала 3 карты так, что он взвешивает, что ему будет, если он как вот так себя ограничить, чтобы не получить, чтобы пойти куда-то оторваться без вас. Ну, скорее всего, карты так показывают. Ой, мужчины. Дальше смотрим. Ну, почему-то он видит, что вы отходите. То есть вы ему это показываете, что отходят отношения, и он так, видимо, из-за всего этого устал нервничать и решил уйти в отрывчик маленький, отдохнуть. Так, а скажи мне, пожалуйста, а какие чувства испытывает этот мужчина? Ну, как-то мысли его... Ну, ничего там, конечно, страшного нету, но стало интересно посмотреть, какие чувства он испытывает на самом деле к моей леди. Что там с чувствами-то? Угу. Ну, смотрите, интересный такой мужчина показывает его чувства. Как бы это описать? Он смотрит на разных женщин. Возможно, у него даже есть не одна женщина в его жизни, к сожалению. Ну, к его, наверное, радости, да. Но букет он принес вам. То есть он вас считает той единственной, которая достойна его букета, его внимания, его отношений. Но он видит остальных женщин, пока он их видит. Да, видите, как-то на расстоянии вы находитесь. Буквально на расстоянии. То есть, смотрите, вы сидите у одного колодца, пьете из своего бокала, он находится у другого колодца,
пытается напиться. Притом его колодец, ну, скажем так, и бокал его, он не такой классный, как у вас. То есть мне кажется, что ваше материальное состояние или стабильность ваша, или стабильность ваших взглядов, ваших отношений гораздо больше. Так, последняя карта. Ну, он очень хочет к вам прижаться. Вот реально он, пусть даже вы одеваете маску, он одевает маску. Почему могут быть маски? Во-первых, это могут быть отношения скрытые еще пока что, или желания скрытые еще пока что. Или отношения находятся в такой стадии, что чтобы, когда оба, ну, скажем так, или оба, или один в отношениях притворяется, ну, тут разные могут быть моменты, почему притворяется. Возможно, это просто он приходит домой, одевает маску счастливого мужчины, и вы счастливо живете. Вот так, чувство есть, выбирает вас одну, но не все так просто. Смотрим дальше. Какие же его еще мысли относительно вас? У нас какие-то очень скоротечные мысли, в общем, о том, что он планирует сделать вот буквально там, я не знаю, на выходных, вечером. Давай чуть глубже копнем мысли. Ну, любит он вас, ну, только спрашивали. Вы в его сердце, да. Туз кубков, ничего не скажешь, ничего не убрать, не добавить. То есть, ну, вы та женщина, которая зацепила его сердце, которая живет сейчас в сердце. Он может даже это не показывать. Он даже может как-то себя вот так противненько вести. Да, но в сердце вы. То есть каждый раз, когда он закрывает глаза, не знаю, думает, он думает о вас. Каждый раз, когда он думает о вас, он ощущает любовь, ощущает трепет. Даже может это не показывать, может быть даже очень брутальный мужчина или наоборот очень молодой юноша, которого, казалось бы, там в голове что-то может быть, да, по сравнению с вами. Почему-то такая идет информация, потому что вы как медведь выступали, вы сильная женщина, мудрая женщина, женщина, у которой все схвачено. Ну, любовь. Любовь, девочки. Ой, ну, что он думает? Почему-то он находится в таком состоянии, опять же, это повторяется. Тут он взвешивал, тут состояние, что он, ну, не знает, как ему поступить. Какая-то у него вот реальная проблема, то есть, которой, ну, по большому-то счету нет. Он сидит условно расстроенный, да, перед дверью, которую не может открыть, а нужно всего лишь вот сбоку посмотреть и взять ключик. Видите, он там есть. Есть этот ключик, но состояние у него именно такое. Возможно, ему не хочется взять этот ключик. Возможно, сил у него нету. Возможно, смелости не хватает открыть эту дверь. Возможно, он просто не понимает, как ее открыть. Так, что еще его мысли? Ну, я хочу сказать, он хочет быть императором в вашей жизни. Да, ни много, ни мало. Вот хочет полностью вами владеть, хочет полностью дарить вам подарки, как император, нести вам любовь, как император. Ну вот быть императором в ваших глазах. Прекрасное чувство. Прекрасное, девочки, чувство. Ну и он думает о союзе с вами. Если у вас еще нету отношений там каких-то, которые
как-то узаконены, или вы не живете вместе под общей крышей, то он думает о том, чтобы эти отношения состоялись, притом как-то так получается, кто-то еще будет в этих отношениях. Возможно, это дети его и ваши, или родители, которые вместе живут. То есть как-то не наедине жизнь, единственный из минусов, да. То есть он планирует, не то что планирует, потому что так хочет, а так складывается его ситуация, ваша ситуация, что не наедине, не вдвоем. Так, хорошо. Скажите мне, карты мои Таро, что такого важного нужно еще знать о мыслях этого мужчины? Ну, карты говорят о том, что почему-то у него сейчас такая ситуация, что он к чему-то очень стремится, к какой-то цели, и ему реально очень сложно. То есть карты хотят вам, леди, сказать, что, возможно, ну, если он говорит о том, что ему сложно, там и карты показывали, да, сложно, он взвешивает что-то, ему реально сложно, его нужно поддержать. Вот вашей такой силой медвежьей, вот важно поддержать. Мужчина-то хороший, мысли-то у него хорошие, чувства к вам. Ну, если вам это нужно, конечно, если вы этого хотите. Почему-то у него разбитое сердце, или он очень боится, что в этих отношениях вы разобьете ему сердце. Сочетание этих карт говорит о том, что или уже разбили, или он очень этого боится. Да, вы своей воинственностью, своими, ну, это качество хорошее, но они его как-то пугают. У вас, понимаете, вы такая женщина, вы знаете, опять же я повторяюсь, вы знаете все, как вам нужно двигаться, где ваше счастье, к чему идти. Ну вот буквально, то есть или ты будешь такой, как я хочу, или ты не будешь. Ты высунул пальчик, я пальчик отрубила, чтобы знал, и без пальчика хороший у меня будешь. Ну, у вас есть такая воинственность. Из-за этого, да, из-за этого может быть и расставание, карта башня падает, и то, что у вас сейчас происходит, и ссора. То есть вот оно, вот мы нашли его главное опасение, его самые важные мысли о вас. Так, ну, я думаю, это достаточно и уже понятно, над чем можно поработать. Девочки, кому интересен еще и коррекция, остаемся, кто нет, пишите «благодарю», подписывайтесь, если интересно, и давайте, если хотите принять все то, что хорошее показал расклад карт Таро, обозначьте это для высших сил хотя бы в комментарии, что вы принимаете хорошее. Это очень важно на самом деле, потому что пока вы это не пропишете, ну, вы не примете это у себя в голове. Ну, есть, конечно, очень сильные люди, которые могут словом, но то, что написано, то гораздо важнее. Итак, давайте смотреть на расклад, что с ним можно сделать. Так, ну, мне сразу не нравится его желание погулять без вас.
Ну, то, что он выстраивает в данном контексте какие-то свои мерки существования с вами, да, какие-то заборы, при том, что, ну, вот такая вы сильная женщина, ну, мне как-то совести не хватает забрать у него возможность как-то четко расставить свои границы правления, да. Естественно, мы оставляем его любовь к вам. Давайте уберем то, что он не может найти выход. Пускай он найдет выход. Выход из сложившейся ситуации. Любовь, желание стать императором. Желание союза оставляем, да. Но тут нужно убирать все. Смотрите, то, что ему сложно, вы это услышали, вы сделаете выводы. Вы умная, мудрая женщина и прекрасно меня слышите. Разбитое сердце, пускай не будет разбитого сердца, если вы этого не хотите. Давайте уберем вашу, что он видит, он вас воинственный. Давайте, пускай у вас будут гармоничные отношения. Ну, естественно, уберем башню. Не надо, чтобы, ну, если вы хотите этих отношений, нам не нужно какие-то его сомнения по поводу всего этого, возможность, что это все закончится. Нам это не надо. Вот что у нас. Он думает о том, как построить жизнь совместно с вами, учитывая его потребности. Он вас любит, хочет быть вашим императором, всем вас баловать, занять соответствующий статус и союз. Так. А вот наши все препятствия, катагулька какая-то временная, трудности, сложности. Вы всех будем убирать, если это не по судьбе. Да, девочки. Подождите. Если это не по судьбе, сейчас все уберем. Видите, путанная у вас судьба. Вот колода даже запуталась. Не все так просто, как кажется. Давайте настраиваться на позитив. Так, пустим все хорошее в нашу жизнь. И сейчас берем препятствия, которые нам показал расклад карт Таро. Девчонки, которые со мной делают это регулярно по разным вопросам, уже знают, что я ищу карту Мир, уже нашла, и карту Верховного Суда. Почему Верховного Суда? Почему Верховного Суда? Я посмотрела, там кое-что меня заинтересовало в ваших отношениях. Потому что суд, он слеп. Если мы ему не указываем на какие-то препятствия, которые есть в жизни, то уже после смерти, скажем так, вам скажут: вы молодец, вы сильная, вы прошли, но жить нужно сейчас тоже. Да? Давайте обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, чтобы убрать все эти препятствия. Так, сосредоточились. Начинаем, девочки. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро, его мысли сейчас о вас. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. В комментариях пишем: да будет так, спасибо, благодарим. И высшие силы, и меня как проводника тоже мне приятно. И давайте посмотрим, удалось ли у нас убрать препятствия, которые нам показал
Казалось бы, такой простой расклад карт Таро, как его мысли, а оказывается, все немножко по-другому. По-другому ваши отношения вы, надеюсь, увидели и поняли, что там и к чему через его мысли. Так, удалось ли у нас убрать препятствия? Ну, если... Давайте, конечно, проверим. Да, смотрите, те все препятствия, они уйдут. Вот просто уйдут. Да, благодаря нашим действиям, нашему раскладу. И мчаться он к вам будет и с цветами, и с подарками, и конь белый, и письма придут, и все будет хорошо. То есть его мысли, его сомнения, его страхи о том, что может быть разбито сердце вами, о том, что в этих отношениях как-то ему будет сложно, они уйдут. Да, мы над этим поработали. Счастливого вам пути. Так, пишите «Спасибо, да будет так». Также для тех, кто досмотрел до конца, скажу, что я открыла функцию спонсорства на канале. Вы, наверное, знаете, это такая возможность порадовать меня. То есть там буквально смешная сумма денег в месяц. Где-то так 2 чашки кофе, чтобы вам было понятно. Да, единоразово 1 раз в месяц снимается. Ну или, чтобы вам было понятно, для чего я это открыла. Ну, так стоимость буханки хлеба. Да? Ну, какой-то такой минимум. Мне будет приятно, если вы станете спонсором, да, я вас там назвала подружкой. Есть любимка, там уже не на кусок хлеба, а на тортик чуть дороже. Ну и есть богиня. Так что, если вы хотите, в описании к видео будет ссылочка. Поддержите мой канал, чтобы он дальше развивался, чтобы были лишняя чашечка кофе буквально, да, ну это шутка, конечно, но все-таки приятно, да, от подписчиков выпить, от тех людей, которым я сделала что-то хорошее. Новые колоды, я не знаю, ну все в развитии канала, больше времени я смогу вам уделять, больше раскладов, разные аспекты затронуть. Ну, это если у вас есть возможность, естественно, желание. А так, в любом случае, я с вами, да, я вас люблю. Я на канале, я его не бросаю, мы будем дальше продолжать разбираться в себе, убирать те якоря, препятствия, негатив, который есть в жизни, чтобы открыть самый счастливый путь для вас, который для вас предназначен судьбой. Не может быть предназначено судьбой что-то плохое. Высшие силы не такие. Это мы сами ставим какие-то, я не знаю, там блоки. Злые люди это делают. Это все от вот этих оборотней, от этих вот завистников, завистниц, соперников, которые хотят убрать деньги ваши несчастья вам послать, на детей, на любимого. Ну, все это нужно периодически убирать из головы и с помощью Таро. Хорошего дня, безумно счастливой ночи.